Всем привет! Вы на канале Реальный Харьков. Темой сегодняшнего видео будет, как в Харькове появился автобус. Прошлое и настоящее. Видео про первый трамвай есть на канале. Про первый троллейбус есть. Про харьковское метро есть. А вот про первый харьковский автобус еще не было. Сегодня восполним этот пробел. Едва в Харькове появился первый автомобиль, следом за ним в город пришел и первый автобус. Краеведы утверждают, что произошло это в июне 1910 года. Поговаривают, что этот вид транспорта запустили только для того, чтобы дать жизнь трамваям. Первый троллейбус, хоть и называли язвительно мичуринским гибридом, но садились в него для приятного времяпровождения. А сейчас в моду входят, так сказать, безрогие троллейбусы – электробусы. Если в облике более старшего по возрасту трамвая и более молодого троллейбуса преобладало хоть некое подобие армейского единообразия, то харьковский автобус – чистейший махновец. За более чем 100 лет на харьковских трассах появились автобусы десятков моделей из множества стран мира – американские, немецкие, датские, испанские и, конечно же, ЛАЗы и Богданы. Некое более-менее строгое единообразие наблюдалось в 80-е годы прошлого века, когда значительную часть автобусного парка составляли венгерские икарусы грязновато-желтого цвета. Сегодня, впрочем, тоже удалось добиться относительного единообразия, хотя бы в цветовой гамме. Большинство автобусов имеют цвет харьковского флага – зеленый. Преимущественно это частные перевозчики, а также бесплатный коммунальный автобус красного цвета. Официально первый регулярный автобусный маршрут в нашем городе открыли летом 1910 года. Но, конечно, он не был первым в мире. Предтечу нынешнего автобуса на паровом ходу придумал английский изобретатель Ричард Тревитик еще в 1801 году. А первый настоящий автобус с двигателем внутреннего сгорания был разработан в Германии в 1895 году. Впервые подобный транспорт был запущен в Лондоне в 1903 году. Первое предложение от неизвестной фирмы организовать автомобильные перевозки в нашем городе относится еще к 1901 году. Ничем это не закончилось. В 1903 году двое харьковских купцов просили предоставить им исключительное право эксплуатации автомобилей для катания и перевозки пассажиров в городе и за городом. Но они хотели концессию на 21 год, а городские власти сочли такой срок чрезмерным. В 1906 году Константин Шиманский, харьковский купец второй гильдии и гласный городской думы, писал о необходимости организовать движение автомобиль-вагонов для того, чтобы создать реальную конкуренцию конке. К тому времени в Харькове была проложена только одна трамвайная линия, а львиная доля общественных перевозок приходилась на конку, находившуюся во владении бельгийского акционерного общества. Причем, согласно договору, городские власти не могли прокладывать трамвайные пути вдоль конных маршрутов. Вот Шиманский и захотел потеснить бельгийцев, не нарушая договор. В идеале он мечтал совершенно прекратить движение пассажиров на конке. При этом гласный городской думы не скрывал, что автобусный транспорт рассматривает в первую очередь как рычаг конкурентной борьбы. Основной его целью было скорейшее уничтожение конки и покрытие Харькова сетью трамвайных линий. Были в нашем городе и другие энтузиасты автобусного движения. В 1908 году владельцы участков в Померках Алексей Акименко и Иван Семененко приобрели два автобуса для перевозки пассажиров из этой дачной местности в город и обратно. Но предприятие успеха не имело. Во-первых, стоимость проезда была высокой – 30 копеек. А во-вторых, что еще важней, качество дорог было очень низким и пассажиров в автобусе трясло невыносимо.
Весной 1909 года были организованы автобусные перевозки от Театральной площади до ипподрома. Использовался автоомнибус фирмы Fiat на 30 мест, однако курсировал он только в дни скачек. В июне 1910 года в Харькове началось первое регулярное автобусное сообщение. Его организатором стал уже известный нам Константин Шиманский. Маршрут связывал вокзал с торговой, ныне Павловской площадью, затем шел через Николаевскую площадь, сегодня Конституции, и поднимался по Сумской до ветеринарного института, сейчас площадь Свободы. Новый вид транспорта вызвал у харьковцев вполне объяснимый ажиотаж. Автобус легко обходил конку, да и трамваем за ним было не угнаться. Средняя скорость автобуса составляла 12 км в час. От вокзала до конечной остановки он добирался в 2 раза быстрее, чем конка. В воскресенье автобусы работали как никогда. Места на вокзал и на Сумскую брались приступом, прямо с боя. Многие из публики ожидали очереди часами, желая прокатиться на автобусах, писала тогда газета «Южный край». Шиманский использовал автобусы немецкой фирмы «Гагенау», представителем которой он являлся. Стоимость проезда составляла всего 5 копеек в нижнем салоне и 4 копейки в «Империале», на крыше, где были оборудованы сиденья. Забираться наверх было затруднительно, особенно барышням в длинных платьях, зато там было прохладней. Технические неполадки с автобусами случались, но поначалу редко. А вот лошадям рычащий вид транспорта не нравился. Бывало, что испуганные животные шарахались от него, норовя опрокинуть экипаж. Однажды такая неприятность случилась с харьковским губернатором Митрофаном Катериничем. Губернатор был ловок, из пролетки спрыгнул вовремя и почти не пострадал. Предприятие Шиманского работало совсем недолго. Очевидно, перевозки оказались недостаточно прибыльными, а может и вовсе убыточными. Автобус того времени экономически проигрывал и конке, и трамваю. К тому же все чаще происходили поломки. Качество мостовых не способствовало долговечности транспортных средств. Уже в 1911 году предприятие прекратило свое существование, а свои автобусы Шиманский переделал в грузовики. Второе рождение автобусного транспорта в Харькове произошло в 1925 году. Для города за рубежом закупили ряд машин – Лейлат, Фиат и другие. В 1929 году парк пополнился немецкими автобусами Бусиных Д2-3 большой вместимости. В 1932 году на 6 городских маршрутах курсировали 52 автобуса. Затем машины отечественного производства начали понемногу вытеснять импортные. Самой популярной моделью до военных лет стал автобус ГАЗ-0330. Он имел деревянный каркас, обитый стальным листом. При этом для своего времени автобус был достаточно комфортным. Салон освещался, окна открывались, была предусмотрена вентиляция. Одна беда – стоячих мест в нем не было. Проходы узкие, поручни не предусмотрены, потолок низкий. В послевоенные годы самым массовым на улицах нашего города был ЗИС-155, а затем львовский ЛАЗ-695 разных модификаций. В 1965 году в городе насчитывалось 38 автобусных маршрутов, их обслуживали 240 машин. В 1978 году 50 маршрутов и 465 автобусов. Кстати, с началом боевых действий в 1941 году автобусный парк был мобилизован, и регулярное автобусное движение на улицах Харькова прекратилось почти на 5 лет. Немцы во время оккупации восстановили некое подобие трамвайного движения, но автобусы не запускали. После освобождения Харькова в августе 1943 года автобусное движение в городе довольно долго не восстанавливалось. Не хватало автобусов,
которые были потрепаны годами войны, ремонтных мастерских, запчастей, водителей и прочего. Но все-таки с 1947 года автобусное сообщение в Харькове заработало. Первыми автобусами были заслуженные, но уже отжившие свое ГАЗ-0330. Ну а с начала 1950-х годов стали приходить новые машины: ЗИС-154, ПАЗ-651, ЗИС-155, ЗИЛ-158, а также многочисленные местные изделия авторемонтных заводов на шасси среднетоннажных грузовиков. Наиболее интересной машиной среди всех послевоенных автобусов в Харькове стал ЗИС-154. Это был автобус, определивший свое время лет на 20, с рядом оригинальных технических решений, которых в ту пору не было еще на европейских автобусах выпуска первых послевоенных лет. К сожалению, проблемы с силовым агрегатом и деталями оригинальной трансмиссии не позволили в полной мере воспользоваться потенциалом этой машины. Сменивший его на конвейере ЗИС-155 с конструктивной точки зрения был существенным шагом назад, но в производстве выходил дешевле и технологически легче. Еще одним легендарным для Харькова автобусом является ЛиАЗ-677, знаменитый луноход, одна из вершин автобусостроения Союза. ЛиАЗы пришли в город в конце 1960-х годов и заняли многие маршруты. В силу своих конструктивных особенностей автобус, спроектированный для города, пришелся как нельзя кстати, работая на загруженных маршрутах, связавших предприятия и спальные районы. Пригородные маршруты большей протяженности обслуживали ЛАЗ-697Е и М-Турист. Те направления средней дальности, где преобладали сложные дорожные условия, были укомплектованы автобусами ПАЗ-672. Кстати, этот автобус является абсолютным лидером по времени его эксплуатации на маршрутах Харькова – 42 года, с 1968 по 2010 годы. 70-е и 80-е – время почти безраздельного господствования в городе Икарусов. Первые из них, ракеты Икарус-55, пришли в город в начале 1960-х. У нас эксплуатировались разные версии, как ранние 180-е, бело-красные обтекаемые, так и классика жанра Икарус 260-280-х серий, пришедшие на маршруты города в 1974 году. Эти желтые венгерские автобусы, выпуск которых начался за 2 года до того, стали своеобразной визитной карточкой Харькова, часто мелькая на фотографиях и открытках с видами нашего города. Конкуренцию им составляли, но без особого успеха, обновленная львовская классика ЛАЗ-695Н, а также вечной казалось ЛиАЗ-677М, веселившие народ в час пик тем самым знаменитым бутылочным звуком. Междугородные пассажирские перевозки в этот период осуществляли красно-белые Икарусы 255 и 256 моделей. Я помню эти Икарусы в городе. До сих пор помню тот знаменитый холод в салоне зимой и запах солярки в салоне автобуса. А еще эпично было кататься на круглой площадке в автобусах-гармошках. Последние Икарусы на маршрутах Харькова, помнится, лет 10-15 тому назад встречались. Может и больше. Еще долгое время один Икарус 260 модели ходил на рынок Лоск. Теперь, наверное, и его порезали на металлолом. Ну а потом началась другая эпоха. Пришли 90-е годы, когда на маршруты в городе выходила самая разнообразная техника, начиная от чехословацкой кароссы и заканчивая развозками Янакиевского авторемонтного завода. А еще в городе работали на маршрутах микроавтобусы РАВ-2203 на сжиженном природном газе.
В 1992 году из-за острого дефицита топлива значительно уменьшилось количество автобусных маршрутов. Подвижной состав в Харькове долгое время не менялся. На маршрутах работали в основном икарусы и пазы. И только в 1995 году в Харьков пришли первые 3 БУ автобуса «Вольво». Они были закуплены на муниципальные деньги, но переданы для эксплуатации на маршруте 80П с проспекта Победы до Центрального рынка. Через несколько месяцев закуплены еще 3 автобуса «Вольво», тоже бывшие в употреблении и также переданы частному перевозчику. В октябре 1995 года на Харьковском автомобильном ремонтном заводе выпущены первые 2 автобуса «Харьковчанин» ХАРС-5259. В мае 1996 года в Харьков прибыли первые БУ автобусы, ранее упомянутые «Каросса» из Словакии. А затем летом того же года поступили БУ автобусы марки «Вольво» и микроавтобусы Mazda E2220. Как видим, в 90-е годы в Харьков поступали в основном БУ автобусы. И только в августе 1997 года в Харькове появились первые новые микроавтобусы на шасси «Газели» ГАЗ-33021, производство Часовьяровский ремонтный завод. Еще в 2003 году на маршруте 285П эксплуатировались на то время новые автобусы ЛАЗ-52-528. А потом на харьковских автобусных маршрутах появились «Фольксвагены», новенькие «Богданы». В 2005 году на 147-м маршруте начал работать автобус, оборудованный видеонаблюдением. В 2008 году на городские маршруты впервые вышли автобусы ЗАЗ-А07А. И в том же году, в сентябре, завершена эксплуатация автобусов марки ЛиАЗ-677. 8 ноября 2010 года состоялась презентация первых автобусов ЛАЗ-А183Д1, закупленных городом в рамках подготовки к Евро-2012. А уже 20 октября 2010 года началась эксплуатация с пассажирами автобусов ЛАЗ-183. Автобусы вышли ранее срока на троллейбусные маршруты из-за забастовки работников Харьковского коммунального предприятия «Горэлектротранс». В 2011 году была закуплена партия зеленых автобусов БАЗ-А079 в преддверии Евро-2012 и вышла на маршруты номер 215 и номер 281. «31 мая 2011 года завершена эксплуатация автобусов ЛАЗ-695 на городских маршрутах Харькова. Последней машиной, работавшей на маршруте номер 46 до 30 мая 2011 года, стал ЛАЗ-695 с государственным номером 4292 ХАУ по маршруту проспект Гагарина, поселок Жихарь. Потом появились на городских маршрутах автобусы моделей «Богдан». Преимущественно эти модели автобусов были в большом количестве представлены на разных маршрутах города. Долгое время не обновлялся подвижной автобусный состав Харькова. На маршрутах было разнообразнейшее количество автобусов разных марок. И только в августе 2021 года в Харьков прибыла первая партия новых автобусов «Корсан» турецкого производства. Уже 1 сентября первые такие автобусы вышли на маршруты. Ну а затем, 27 февраля 2022 года, в связи с непрерывными обстрелами Харькова российскими войсками, было остановлено движение всего городского общественного транспорта. В результате обстрелов были уничтожены и повреждены несколько новых автобусов «Корсан».
16 мая 2022 года восстановлена работу городского общественного транспорта, а проезд в коммунальных автобусных маршрутах сделали бесплатным, как и в метро, трамваях и троллейбусах. Проезд и по сей день в Харькове бесплатный. 28 октября 2022 года на маршруте началась эксплуатация автобусов «Ирисбус» 12М, которые прибыли в Харьков из чешского города Плзень в качестве гуманитарной помощи. 10 марта 2023 года на маршруты Харькова вышли 3 автобуса МАН, подаренные немецким городом Нюрнберг, и 1 «Ирисбус», подаренный Прагой. 15 января 2024 года первый из 2 автобусов, прибывших в ноябре 2023 года в качестве гуманитарной помощи от Финляндии, начал работу на 96-м маршруте. 28 января 2024 года в качестве гуманитарной помощи из немецкого города Нюрнберг поступило еще 7 поддержанных автобусов, 5 Mercedes-Benz и 2 МАНа. 25 февраля 2024 года Харьков получил очередную партию поддержанных автобусов от немецкого города-побратима Нюрнберга, 5 МАНов и 3 Mercedes-Benz. А 26 апреля 2024 года на 252 маршруте началась эксплуатация первого автобуса Volvo 7720 из партии бывших в употреблении машин, которые прибыли в Харьков из литовского города Каунас в качестве гуманитарной помощи. И в заключении немного интересной информации в фотографиях, связанных с харьковским автобусом. На фото первый харьковский автобус, курсировавший по маршруту от железнодорожного вокзала до ветеринарного института, нынешний дворец детского творчества на пересечении Сумской и площади Свободы. Двухэтажный автобус на Николаевской площади. Посередине площади конный городовой и стоянка пролеток. 1910-е годы. На фото автобус перед входом в коммунальный парк. Сегодня это Центральный парк Харькова. Улица Сумская, конец 1920-х годов. Одна из первых передвижных станций харьковского телевидения. Автобус ЛиАЗ-677 на нынешней улице Благовещенской. Курсировал от станции метро Центральный рынок до Салтовского жилмассива. На фото автобусы ЛАЗ-695М, маршруты номер 5 и номер 15, на конечной остановке около станции метро Центральный рынок. Легендарные маршрутки отнюдь не изобретение 90-х. В 70-е годы прошлого века в Харькове работали маршрутные такси. Стоимость проезда в них была в 4 раза выше, чем в обычном автобусе – 20 копеек. Роль маршруток исполняли машины ныне уже несуществующей рижской автобусной фабрики РАФ. 1980-е. Расцвет Икаруса. На фото перекресток улицы Атакара Яроша и проспекта Науки. В начале 21 века в Харькове можно было еще встретить знаменитый Икарус 263 модели. Последний из магикан на харьковских улицах в 2011 году. А на этом фото датский автобус 1985 года выпуска. В 1995 году в Харьков поступило около 20 таких машин. Они работали на маршрутах Алексеевки и Павлова поля. Немецкие автобусы 90-х годов МАН НЛ-202, курсировавшие также по маршрутам города Харькова. Знаменитый ПАЗик считался самым непрестижным автобусом, хотя по городу передвигался легко и быстро. Автобусы данной марки исчезли с маршрутов Харькова в начале нынешнего века. Чешский автобус Коросса 736. На фоне Харьковской Эйфелевой башни трубы ТЭЦ-5. Volvo на улице Клочковской.
На этом фото 3 редких югославских автобуса работали в Харькове в службе «Интурист», окончили свои дни на автобазе в Змееве. А на этом фото советский автобус ЗИС-8 на площади Свободы во время парада ретро-автомобилей. Американский автобус, выпущенный в конце 80-х, работал на харьковских трассах в начале нынешнего века. На фото одна из популярных в Харькове в начале 2000-х моделей БАЗ «Дельфин». А на этом фото автобус марки БАЗ «Эталон», одна из распространенных моделей автобуса в Харькове в наши дни. Вот такой он Харьков автобусный. Его прошлое и настоящее. Подписывайтесь на канал Реальный Харьков, если не подписаны, и до новых встреч!